Добрый день, друзья! Меня зовут Неля, и вы на канале Готовить Просто. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного ароматного пирога на сдобном тесте. Формовка у него необычная, думаю, поэтому он так и называется – цветок. Пирог получается очень вкусным, ароматным, воздушным. Если вы любитель домашней выпечки, настойчиво рекомендую приготовить этот рецепт. Начинаем готовить. Нам понадобится для теста молоко 250 грамм, 115 грамм сахара. Я беру 2 яйца и 1 желток. Сухие дрожжи, можно взять мокрые. Сливочное масло 50 грамм, растительное масло 50 миллилитров, щепотка соли, мука примерно 600 грамм, 7 грамм разрыхлителя и ванильный сахар 1 чайная ложка. Начинка у меня сегодня ореховая. Я беру 200 грамм грецкого ореха, 150 грамм сахара и белок 2 штучки. Для начала приготовим опару. В миску вливаем 250 миллилитров теплого молока. Добавляем дрожжи, у меня мокрые, можно и сухие. Растворяю их в молоке. Теперь вводим 4-5 столовых ложек муки и хорошенько перемешиваем, чтобы не было комочков. Я переливаю опару в отдельную миску. Накрываю пищевой пленкой и отправляю в теплое место на 15-20 минут. Пока опара настаивается, приготовлю начинку. 200 грамм грецкого ореха я отправляю в чашу блендера и взбиваю до мелкой крошки. Отправляю в отдельную миску. Добавляем 150 грамм сахара, это примерно 7 столовых ложек. Перемешиваю. Вводим 2 белка. Желтки нам понадобятся, один для теста, а другой для смазывания пирога перед выпечкой. Хорошенько перемешиваем массу, она должна стать влажной. Если нужно, добавьте еще один белок. Вместо ореховой можно использовать маковую или начинку из повидла. Начинка готова, пока отставляем ее в сторону. Продолжим приготовление теста. В миску вбиваем 2 яйца и добавляем 1 желток из тех яиц, которые мы использовали для начинки пирога. Всыпаем 115 грамм сахара, 1 чайную ложку ванильного сахара и начинаем взбивать на низких оборотах. Масса должна увеличиться в объеме, побелеть. Взбиваем около 5 минут. Наша цель – растворить сахар. Теперь вливаем сюда теплое растопленное сливочное масло и растительное масло. И того по 50 грамм. Тщательно перемешиваем. Проверяем опару. Посмотрите, как поднялась масса, стала воздушной. Выливаем ее к остальным ингредиентам. Для удобства я перелила массу в миску побольше. Добавляем щепотку соли и постепенно вводим муку, разрыхлитель и замешиваем мягкое, слегка липковатое тесто. Пока я замешиваю тесто, хочу дать ответ на очень популярный вопрос. Зачем в сдобное тесто добавлять и дрожжи, и разрыхлитель? Разрыхлитель добавляет достаточно тяжелое сдобное тесто, богатое жирами и выступает в роли эмульгатора, то есть вещества, которое помогает соединить несмешиваемые компоненты. В нашем случае это жиры и вода, молоко. Разрыхлитель смягчает воду, что делает клейковину более растяжимой. Простыми словами, разрыхлитель помогает дрожжам справиться с достаточно тяжелым сдобным тестом и делает сдобную выпечку более пышной. Мягкое тесто накрываем пищевой пленкой и отправляем подыматься примерно на 1,5-2 часа. После чего достаем тесто, вымешиваем его еще раз и снова отправляем в теплое место, чтобы масса поднялась. Когда тесто снова поднимется, хорошенько разминаем его и делим на 4 равные части. Каждую подкатываем в шар и накрываем полотенцем, чтобы тесто не обветривалось. Берем по одному шарику и раскатываем в круг диаметром примерно 25-27 см. Если нужно, припыляйте мукой. Первый слой я сразу раскатываю на пергаментной бумаге. Начинку делим на 3 части. Первую часть выкладываем на тесто и равномерно распределяем. Берем следующий шар, раскатываем таким же образом и с помощью скалки переносим на пирог. Поправляем края, их можно слегка защипнуть. Тесто очень мягкое, податливое, с ним очень приятно работать.
Таким же образом поступаем с третьим кусочком теста, а вот четвертый мы просто раскатываем и накрываем пирог. Поправляем. В центре пирога с помощью стакана я делаю отпечаток. Это будет серединка пирога. Теперь ножом разделяю тесто пополам, потом на 4 части и так далее. В общем, у нас должно получиться 16 равных сегментов. Затем берем два соседних треугольника и скручиваем на 2 оборота в противоположном направлении. Защипываю края и подворачиваю их под низ. И так повторяем со всеми сегментами. В итоге у меня получается вот такая красота. Мне она больше похожа на снежинку. Я знаю, в народе еще называют такую формовку пирога бабушкина салфетка. Переносим пирог на противень, сразу выпекать его нельзя, нужно дать настояться немного, чтобы он еще поднялся. На минут 15-20. По истечении времени пирог смазываем смесью желтка и молока. Я беру 1 желток и 2-3 чайные ложки молока. Смазываем весь пирог. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов примерно на 20 минут. Вы, конечно же, ориентируйтесь по своей духовке. Возможно, вам понадобится чуть больше времени. Пирог должен хорошо подрумяниться. Вот таким красивым и пышным он получается в итоге. И большим. Поэтому при желании можно тесто разделить на 2 и сформировать 2 небольших пирога. Готовому пирогу даем остыть. Затем подаем к столу. Пирог-цветок получился нежнейшим, воздушным. Сладкая ореховая начинка прекрасно дополняет мягкое сдобное тесто. Если пирог остался, уберите его в пакет, и даже на следующий день, будучи холодным, пирог будет мягким и очень вкусным. Это очень удачное тесто, оно отлично подходит для любой сдобной выпечки. Друзья, если вам понравился рецепт, ставьте лайк. Оставляйте свои комментарии в описании под видео, всегда рада новым идеям и вашим комментариям. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.